Друзья, всем каспийско-кавказский салам. Сегодня будем готовить грузинский хинкали. А это у нас грузинское вино, но об этом чуть позже. Говорил я себе, с тестом больше не буду связываться. Но, честно говоря, так захотелось именно грузинский хинкали. Так что я решил сделать исключение. Значит, самый-самый классический старый рецепт хинкали делают из чистой баранины. Но мы, друзья, сейчас уже почти никто уже с чистой баранины не делает. Мы сделаем с говядиной и добавим сюда вот такой хороший курдюк. Друзья, мясо пропускаю через крупную сетку, чтобы был такой эффект, как будто мясо у нас рубленое. Сочнее бывает так. Друзья, также в фарш для хинкали добавляют чеснок. Вот так вот, где-то, наверное, полголовки. Друзья, также в фарш должны у нас пойти специи. Значит, черный перец. Также добавляет вот такой красный острый перец с хлопьями. Ну, с ним главное не переборщить. В принципе, можете и не добавлять. Это кому как нравится. Я люблю острое, чуть-чуть добавил. И также идет, друзья, зира. Но это не та зира, которая идет в узбекский плов. У нас она на азербайджанском зира называется. Но это тмин. Это не кумин. Разница вот в этом. Ну, конечно же, соль. Хорошенько посолим. Теперь хорошенько перемешаю. Фарш здесь вымешивать смысла нету. Мы его просто перемешиваем, чтобы это все составляющие, чтобы смешались хорошенько. Друзья, смотрите, какой фарш. Но все вы, наверное, знаете, да, вот основная вот эта самая вкусная составляющая в хинкали — это сок, который внутри. Вот надкусываешь и прям течет вот этот сок. Вот если сюда мы воду не добавим, этого сока не будет. Вот этого бульона не получится. Из-за этого фарш для хинкали обязательно добавляет воду. И добавляет, кстати, немало. Вот сейчас перемешаем. Он здорово впитывает в себя воду, этот фарш. Чтобы он стал такой жиденький, знаете. Вот это еще недостаточно. Смотрите, какое мясо. Еще недостаточно, еще нужна вода. Вот таким жидким должен стать фарш. Это как какая-то мясная кашица. Друзья, и в наш сегодняшний хинкали мы добавим кинзу, зелень. Значит, опять, в самом классическом хинкали зелень не бывает. Но сейчас вот в современной Грузии, так скажем, Тбилиси, и я сам очень люблю вот этот хинкали с добавлением зелени. Его называют хинкали калакури. Это в переводе с грузинского, если я не ошибаюсь, означает городской хинкали. То есть сейчас очень часто, очень многие любят зелень. Я считаю, что зелень обогащает вкус. Значит, зелень только мы уже не пропускаем через мясорубку, а мелко-мелко рубим. То есть нарезаем. Вот столько кинзы достаточно.
Все, друзья, фарш готов. Ну, фарш это была, наверное, самая легкая часть. Сейчас займемся тестом. Друзья, а теперь самое сложное, по крайней мере для меня часть. Это тесто. Значит, тесто я вам скажу, да, что мы сделали с тестом. Тесто я не стал вам на камеру показывать, как я с ним возился, как его вымешивал. Но для хинкали этот процесс, я вам скажу, довольно-таки сложный. Если не очень сложный. Тесто должно быть максимально упругим, максимально. То есть на килограмм муки идет всего лишь 450 грамм воды. 450 грамм воды и там 10-15 грамм соли. Но это больше как бы на вкус. То есть тесто настолько упругое, настолько оно твердое. То есть его замесить это целое дело. Я вчера, наверное, полчаса вот только вот с этим тестом, и уже руки от этого болят. Ну, в общем, получился вот такой вот блинчик, друзья. Вчера я его положил в холодильник. Говорят, что еще лучше тесто от этого становится. Вот оно поставил в холодильнике. Сейчас мы его должны раскатывать. Вот такая вот история. Друзья, вот такую колбаску я вылепил из этого блина, да, теста. Это так просто удобнее, да, их как бы формировать, что порционными делать. Вот такая колбаска. Сейчас будем вот так отрезать. Вот так отрезаем. Вот, грубо говоря, вот это тесто пойдет на один хинкал. Знаете, как на сулугуни похож, у кого-то сыр. И цвет, и такие пузырчики, пузырчатые немножко. Так, чуть-чуть присыплю доску. И вот так, друзья, расплющим его, чтобы быстрее. Ну, теперь вот так, да, скалочкой. Скалки у нас такие, да, вы видели, наши вот азербайджанские скалки такие. Я не знаю, у кого-то еще такие бывают. Обычно толще бывает, насколько я знаю. Сразу признаюсь, с тестом я не особо так прям на «ты». Ну, стараюсь, да, ребята. Просто, ну, очень сегодня захотелось хинкали. Хинкали. Друзья, теперь берем вот такую пиалку. Это тоже как бы лайфхак, да. Так проще делать. Вот это как чуть-чуть большой будет. Ну ничего. Мясо чуть-чуть перемешаем, чтобы вода в одном месте не скапливалась. И берем вот такую хорошую добрую ложку столовую. В серединку. И вот теперь края вот так защипываем. Так. Так. Говорят, чем больше складок, тем лучше. Ну, уже сколько у меня получится, друзья. Хотя уже немало. И вот так идем по кругу. Как бы мешочек, вот это горлышко закрываем, да. То я его вытащу лучше уже. Вот середину вот так защипываем. Нужно сжать хорошенько, чтобы прилипло тесто. И лишний вот этот кончик мы его отрезаем. Все. Вот такой. Симпатичный, друзья. Так, первый пошел. Первый, говорит, блин комом. Первый хингаль мешочком. Так, в серединку. Добрую ложку фарша в середину. И вперед. Складок у меня вроде много получается, то есть как бы по инструкции я делаю правильно, но не очень ловко, честно говоря, выходит. Я извиняюсь, друзья. И последнюю, вот так, которую уже невозможно сложить. Вот так внутрь как-то показывали, ребята. Вот так. Все, вот так.
Теперь мы его хорошенько сжимаем, чтобы они склеились, да, прилипли друг к другу. Вот так. И вот так подрезаем. Ну, третий, братан. Все, друзья, вроде последний катаю. Так. Подрезаем. И к своим друзьям. Друзья, вот столько у нас вышло, смотрите. 13, здесь 12, 25 штук. Но они крупные, посмотрите, такие настоящие мужские хинкали. Пошли, друзья, вариться. Все, друзья, вода кипит. Сейчас я ее чуть-чуть подсолю. Помешаю. И запускаем наш хинкал. Наши хинкали. Вот так бережно их берем, друзья. И запускаем вот этими попками вниз. Вот так. Вот первый пошел. А воду нужно вот так раскрутить, чтобы они не стояли на месте, а вот так по кругу вращались. Это второй. Так. Друзья, прошло 10 минут. У нас хинкали крупные, так что 10 минут я их подержал. Все, вытаскиваю. Так, друзья, запускаем вторую партию. Вот так. О, красавчик. Опа, вот они, друзья. О, друзья, я пока этот варил, я так проголодался. Они такие аппетитные. Вот посмотрите, да. Вот так положу. Друзья, их обязательно надо поперчить. Вот таким черным ароматным перчиком. Я их ем очень часто. Я хоть живу не в Грузии, но у нас в Баку вот этих хинкальных очень много. Вообще у нас любят грузинскую кухню. Смотрите, какой сок. Вот сок полился. Все, значит, правильно приготовили. Сока должно быть много, значит, по-грузински сделали. Нереально вкусно. С такой едой не выпить грузинское вино, тем более, если оно есть. А есть у меня это грузинское домашнее вино, потому что у меня есть хорошие друзья. Мой хороший друг Самет, спасибо тебе, дорогой. Самет, çok sağ ol. Вот такое мне домашнее грузинское вино послал. И вот сейчас я ем грузинский хинкали с грузинским домашним вином. Будьте здоровы, друзья. Как же это все вкусно.
Просто обалдеть. А второй, друзья, я съем с аджикой. С аджикой я тоже люблю. С острой аджикой. Тоже очень вкусно бывает. Тоже берем руками вот так за ножку. Направляем ко рту. Tas ist fantastisch. Друзья, у меня созрел еще один тост. Это в лице прекрасной Грузии, страна, которую мы очень любим в Азербайджане. Я хочу выпить за все наши страны, да, страны бывшего Советского Союза, чтобы мы продолжали дружить, продолжали общаться. Дорогая наша красавица Грузия, Сакартвелу Гамарджос, будьте здоровы, друзья. Друзья, я сегодня по-настоящему насладился. И вкус вот этих грузинских хинкалей, и вино, которое мне друг подогрел, как говорится. Настолько было все вкусно и сочеталось. Просто супер. Спасибо большое за внимание. До новых встреч на нашем канале. До свидания.